Всем привет, с вами Светлана. Световлас славится своим уникальным воздухом. Здесь горы встречаются с морем. Этот курорт считают одним из самых красивых и спокойных мест на побережье. Но действительно ли здесь так идеально? В этом видео мы прогуляемся по Святому Власу, посмотрим его пляжи, цены, атмосферу, разберем все плюсы и минусы этого курорта. Ну что, вы готовы узнать, стоит ли менять шумные курорты на Световлас? Тогда устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Световлас – это, по сути, один из самых статусных и элитных курортов Болгарии. Здесь потрясающее сочетание лесов, гор и моря. Отличная продуманная инфраструктура и престижные пляжи с голубым флагом. Сюда приезжают отдыхать со всего мира, чтобы насладиться эстетикой и комфортом. И вот вам главная интрига этого сезона. В этом году Световлас бьет абсолютные температурные рекорды. Но что в этот момент происходит с ценами на элитный отдых? Сможет ли курорт удержать свою планку или ценник взлетел до небес вслед за столбиком термометра? Но так ли идеален Световлас? Сегодня мы постараемся объективно посмотреть на курорт со всех сторон. Попробуем найти реальные минусы, ведь они есть везде. И важно знать, к чему быть готовым. Мы честно оценим ситуацию с пляжами, проверим актуальные цены в кафе, испытаем на себе особенности местного рельефа и просто почувствуем атмосферу этого города. Световлас. Кратко о главном. Итак, что же такое Световлас? Это уютный городок, который раскинулся у самого подножия горы Старая Планина, вплотную примыкает к знаменитому Солнечному берегу. Они находятся настолько близко, что если ехать на машине, можно вообще не заметить, где закончилась бесконечная тусовка одного курорта и началась респектабельная тишина другого. Но в отличие от своего шумного соседа, Световлас словно спрятан за каменной стеной. Он надежно защищен от холодных северных ветров горным хребтом. И вот в этом кроется первый и главный секрет курорта. Представьте, здесь чистый горный воздух спускается к побережью и смешивается с насыщенным морским бризом. Получается уникальный целебный коктейль, который идеально подходит для лечения заболевания органов дыхания. И поверьте, это не просто красивая маркетинговая уловка, это доказанный факт. И еще один важный нюанс. Световлас не вымирает зимой, когда уезжает последний турист. Это полноценный живой город. Здесь постоянно проживает более 4000 человек, есть своя школа и кипит своя размеренная жизнь круглый год. Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Хорошо, с местом мы определились. Но когда же сюда лучше всего приезжать? Курортный сезон в Световласе классический. Длится он с конца мая по конец сентября. Самый пик туристической активности и жары, конечно же, выпадает на июль и август. И знаете, именно в августе, по моим многолетним наблюдениям, вода здесь прогревается до своего абсолютного максимума. Но рассуждать можно долго, а давайте лучше перейдем к делу. Время для моего фирменного замера температуры воды. Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды в море на Святом Власе прямо сейчас. – 32,8. В августе термометр показывает плюс 32,8 градусов. Такого рекорда мы здесь еще никогда не видели. Ощущение, будто купаешься в парном молоке. Но что же нас ждет под водой при такой аномальной температуре? Подводный мир Световласа. Есть ли жить под волнами? Давайте заглянем под поверхность. Как видите, визуально вода в Световласе выглядит чище, чем на всех остальных курортах Болгарии, где мы уже успели побывать в этом сезоне. Но, признаюсь честно, до идеальной кристальной прозрачности прошлого года она немного не дотягивает. Помните, тогда мы без труда рассматривали стайки маленьких рыбок. Сейчас живность в воде только присутствует, но картина немного иная. Я заметила одну интересную особенность, о которой вам вряд ли расскажут. По чистоте воды здесь есть четкие различия. Справа от яхт Марины море визуально гораздо чище, хотя и там встречается скопление водорослей. А вот слева от Марины вода кажется более мутной. И еще один неожиданный нюанс этого года. На песке мы то и дело встречали огромных медуз. Судя по всему, отдыхающие сами вылавливали их из воды и выкладывали на берег, так что будьте внимательны. Как добраться в Световлас? Самолет, автобус, своя машина. Добраться до этого райского уголка совсем несложно. Ближайший аэропорт находится в Бургасе, всего в 33 километрах. Если же вы летите до Варны, придется проехать около 100 километров. Какие есть варианты передвижения на месте? Автобус. Прямые рейсы из Бургаса ходят несколько раз в день. Билет стоит от 6
6 евро. Есть и другой более частый маршрут. Доехать до автовокзала Солнечного берега и там пересесть на местный автобус прямо до Святого Власа. Он курсирует каждые 40 минут, а билет обойдется всего в евро 60. Своя машина. Это, безусловно, самый удобный вариант, но будьте готовы к небольшим квестам с парковкой. У самой яхт-марины час парковки обойдется вам 3 евро. Но вот вам небольшой лайфхак. Если проехать чуть дальше от моря и центра, можно найти и абсолютно бесплатные места. Прогулочный катер. Ну а для настоящих романтиков есть особенный маршрут. Прямо по волнам. В Святой Влас регулярно ходят живописные кораблики старого Несебра. На экране вы сейчас видите их расписание. Цена такого морского мини-путешествия 10 евро за взрослого и 5 евро за ребенка. Отличный повод совместить дорогу с красивой экскурсией. Жилье в Святом Власе. Отели против апартаментов. Где же остановиться в Святом Власе? Выбор здесь действительно впечатляющий. От скромных уютных студий до роскошных вилл, от которых захватывает дух. И помните, в начале видео я говорила про приятный сюрприз этого года. Так вот, это касается цен на жилье. Самые доступные апартаменты без питания сейчас стартуют от 34 евро за ночь. Это, представьте себе, примерно уровень прошлого года. Хотите отель на первой линии, чтобы просыпаться под шум волн? Готовьте от 46 евро за ночь и выше. Удивительно, но в этом премиум сегменте цены тоже не взлетели в космос, а остались на прошлогодних позициях. Однако здесь я хочу вам дать один очень важный совет. Всегда проверяйте локацию отеля или апартамента по картам со спутником. Чуть позже, когда мы дойдем до минусов курорта, вы поймете, почему это так критично. Ну а для тех, кто мечтает о классическом беззаботном формате «все включено», скромная, но уютная 3-звездочная гостиница на двоих обойдется от 137 евро в сутки, что даже ниже, чем в прошлом году на 23%. Инфраструктура. Как устроена жизнь в городе? Святой Влас в плане архитектуры – это удивительный город контрастов, где переплетаются эпохи. Здесь типичные болгарские постройки прошлых десятилетий могут абсолютно спокойно соседствовать с ультрасовременными зданиями элитных комплексов и красивыми старинными фасадами. Это придает городу свой особый неповторимый колорит. На курорте есть супермаркеты, аптеки, салоны красоты и магазинчики на любой вкус. Ну а если вы решите привезти кусочек Святого Власа домой и купить сувениры на память, то, например, классические магнитики на местной набережной обойдутся вам примерно в 3 евро. Питание в Святом Власе. Переходим к самой вкусной теме, где и за сколько можно поесть. Вариантов масса под любой кошелек. Начнем с премиум сегмента. На набережной и в районе яхт-порт расположились самые стильные и респектабельные рестораны курорта. Цены здесь, естественно, ориентированы на отдыхающих, которые ни в чем себе не отказывают. Вот вам реальные цифры из чека в хорошем ресторане на первой линии, прямо в центре курорта у яхт-марины. Огромная порция зеленого салата с тунцом 400 грамм обойдется в 14 евро 95 центов. Любите морепродукты? Спагетти фрутти де море 17 евро. А шикарное ризотто с дарами моря 18 евро 95 центов. Нежная семга под соусом спайси манго 23 евро 95 центов. Жареная камбала 34 евро 95 центов. Если хочется чего-то попроще, большая пицца пепперони стоит 14 евро 95 центов. Ну а на десерт селекция настоящего итальянского мороженого за 8 евро 95 центов. Цены кусаются, не переживайте. Если вы не планируете каждый день ужинать с видом на миллионные яхты, всегда можно выпить отличный кофе из автомата всего за 60 центов и купить продукты в супермаркете. О том, как отдохнуть здесь бюджетно, мы обязательно поговорим чуть позже. Пляжи Святого Власа. А теперь к пляжам. И здесь Святой Влас в этом году в очередной раз подтвердил свой высокий класс. Сразу 4 пляжа Робинзон, Новый, Центральный и Восток получили престижный голубой флаг. Песок здесь очень мелкий и нежный, а вход в воду всегда пологий, что делает этот курорт идеальным для семьи с детьми. Спасатели дежурят, медпункты работают, водные аттракционы на любой вкус. Все на месте. Как и везде, пляжи делятся на зоны. В платной зоне зонтик и шезлонг обойдутся по 4 евро за каждый. И знаете, что этот редкий случай, когда цена с прошлого года вообще не изменилась. Конечно, есть и широкая свободная зона, где можно абсолютно бесплатно расположиться на своем полотенце. Любителям адреналина тоже будет чем заняться. Прокатиться на банане стоит 20 евро. 15 минут на гидроцикле 60 евро. А полететь на парашюте за катером парасейлинг обойдется в 100 евро за одного или 120 евро за двоих. Первый нюанс. Чтобы попасть на многие пляжи, вам придется спускаться вот по таким длинным лестницам через территории частных комплексов. Сходу найти нужный проход бывает непросто. В
Второй нюанс касается удобств у яхт Марины. Если вы отдыхаете на пляже слева от Марины, все отлично. На выходе есть душ, а вот на пляже справа такого душа, к сожалению, нет. После моря песок прилипает к ногам, и идти так до отеля довольно неудобно. Развлечения и досуг, что посмотреть в Святом Власе и рядом. Но Святой Влас — это далеко не только ленивый пляжный отдых. Здесь есть на что посмотреть. Обязательно загляните в храм Святого Власия. Это невероятно ухоженная, красивая и атмосферная церковь. Вечером отправляйтесь к амфитеатру «Арена». Почти каждый день здесь проходят совершенно бесплатные концерты и представления под открытым небом. И, конечно, сердце курорта знаменитая яхта Марина Диневи. Это главный центр притяжения. Здесь можно любоваться белоснежными многомиллионными яхтами, рассматривать люксовые спорткары, ужинать в стильных ресторанах или прямо отсюда отправиться на морскую прогулку в Старый Несебр. Кстати, прямо на въезде в Марину в этом сезоне появилась новинка. Это современный, очень стильный, технологичный павильон от одной известной мировой компании. Заходите внутрь и можете сделать отличные памятные фотографии. Только имейте в виду, ловить рыбу в Марине строго-настрого запрещено. А вот встретить здесь какой-нибудь колоритный местный катерок на фоне роскошных яхт можно запросто. Безопасность в Святом Власе, мифы и реальность. Очень важный вопрос для любого туриста – это безопасность. Могу с абсолютной уверенностью сказать, уровень безопасности в Святом Власе на порядок выше, чем в соседнем Солнечном берегу. Здесь в разы спокойнее, чище и как-то респектабельнее, публика совсем другая. Но элементарные правила здравого смысла, конечно, никто не отменял. Не оставляйте ценные вещи, телефоны и кошельки без присмотра на пляже и обязательно пользуйтесь сейфом в вашем номере. Цены на отдых, полный бюджет. А теперь самая интересная часть. Давайте посчитаем реальный бюджет недели отдыха в Святом Власе на двоих прямо сейчас, в разгар сезона. Важно уточнение, мы считаем ровно 7 ночей проживания и расходы на месте без учета дороги, так как все летят и едут из разных точек мира. Вариант первый, супер эконом. Вы берете бюджетные апартаменты подальше от моря, около 34 евро за ночь. Готовите еду сами из продуктов из супермаркета Lidl, закладываем порядка 30 евро в день на двоих и загораете на своем полотенце в бесплатной зоне пляжа. Итог от 450 евро на двоих за неделю. Вариант второй, комфорт. Классический отпуск без фанатизма. Проживание в хорошем стандартном отеле около 60-70 евро за ночь. Днем стритфуд или перекус. Вечером ужин в уютных заведениях. Около 60 евро в день на еду. Плюс ежедневно арендуете комплекты из зонта и 2 шезлонгов на пляже 12 евро в день. Итого от 1000 евро на двоих за неделю. Вариант третий. Люкс. Отдых без оглядки на чек. Отель на первой линии от 100-120 евро за ночь. Только хорошие рестораны с морепродуктами от 100 евро в день на еду. Такси, премиальные пляжные зоны и любые развлечения вроде парасейлинга и гидроциклов. Итог от 1700 евро и выше. Верхней планки тут просто не существует. Главный плюс Святого Власа. Плюс номер 1. Уникальный климат и чистота. Сочетание горы и моря – это не просто красиво, но и полезно. Плюс идеальная ухоженность курорта. И вот вам еще одно живое доказательство уникальной экологии Святого Власа. Посмотрите, какая красавица. Это редкая пчела-плотник. Во многих странах она занесена в Красную книгу, а здесь, в этом чистом горном морском воздухе, ее можно встретить прямо на клумбах. Плюс номер 2. Пляжи с голубым флагом. Качество воды и песка подтверждено международным сертификатом. Плюс номер 3. Развитая инфраструктура. Здесь есть абсолютно все для комфортного отдыха и полноценной круглогодичной жизни. Плюс номер 4. Безопасность и респектабельность. Спокойный курорт, где можно гулять вечером без лишних переживаний. Основные минусы, к чему быть готовым? Минус номер 1. Цены. Святой Влас курорт не из дешевых. Цены на жилье, услуги и в ресторанах здесь ощутимо выше среднего по побережью. Минус номер 2. Специфический рельеф. Практически весь курорт расположен на склоне горы. Гора небольшая, но перепад высот ощущается. Город получается многоярусным, нижний, средний и верхний уровни. Перемещение здесь это не всегда ровная прогулка. Если вы живете далеко от моря, готовьтесь к ежедневным спускам и подъемам. Для пожилых людей или семей с колясками это может стать настоящим испытанием. Минус номер 3. Небольшие пляжи. Несмотря на чистоту, пляжи не самая сильная сторона курорта. Главный недостаток – их скромная площадь. Справа от Марины они разбиты на короткие участки между волнорезами. Слева пляж фактически зажат между скалами и портом. Широких и бесконечных протяженных береговых линий здесь нет. Святой Влас против других курортов. Чтобы окончательно понять, подойдет ли вам это место, давайте коротко сравним его с соседями. Святой Влас против Созополя. Это битва двух философий. Святой Влас выигрывает в ощущении новизны, лоска и современной инфраструктуры. Зато Созополь берет реванш за счет своей глубокой монументальной истории и старинной архитектуры. Святой Влас против Золотых Песков. Золотые Пески – это масштаб
масштабный курорт, где кипит жизнь, много зелени, но и гораздо больше шума. Световлас же предлагает более камерную, спокойную и элитную обстановку. Световлас против Солнечного берега. Это просто две разные вселенные. Солнечный берег – гигантский тусовочный конвейер с 8 километрами идеального песка, который вымирает зимой. А Световлас – это настоящая жизнь полноценного города, где море лишь приятное дополнение к общему комфорту. Для кого этот курорт? Давайте подытожим. Кому же отдых здесь принесет максимальное удовольствие? В первую очередь, Световлас – это идеальное место для семей с детьми, особенно если в приоритете здоровье. Чистый, целебный воздух. Во-вторых, он отлично подойдет людям старшего возраста, которые ценят комфорт, безопасность и красивые променады для вечерних прогулок. Главное правильно выбрать отель на нижнем ярусе, чтобы избежать бесконечных лестниц. И, наконец, этот курорт для тех, кто ищет эстетику и статусность. Ухоженные улочки, красивые яхты, дорогие автомобили и хорошие рестораны с качественным обслуживанием. Если вы цените респектабельное окружение и не гонитесь за безумным ритмом жизни, вам сюда. Вывод. Так стоит ли ехать в Световлас в этом году? Однозначно да. А были ли вы в Световласе? Что вам понравилось больше всего, а что наоборот? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!